Сегодня в международной панораме. В центре внимания. К событиям недели. По следам одного вояжа. Челночная дипломатия и южноафриканский узел. «Аванте» значит «вперед». Газета португальских коммунистов. Это случилось во Франции. Репортаж из города Леров. Дорога ведет на Амстердам. В объективе Голландия. Ведет передачу комментатор Борис Калягин. А сейчас мы хотим предложить вам репортаж из страны, которая довольно редко появляется на наших экранах. На днях в Голландии побывал наш корреспондент Эдуард Мнацаканов. Это пока что игрушечная Голландия, расположенная здесь под Гаагой. Но и она, эта игрушечная, красивая страна, дает представление обо всей стране, о всей Голландии, о ее красотах, о ее своеобразных архитектурных особенностях. Здесь, в этом миниатюрном городке под экзотическим названием Мадурадам, королевские дворцы и башни, старинные ветряные мельницы, бесчисленные каналы, шлюзы и дамбы, спасающие Голландию от ежедневного натиска Северного моря. Ведь Голландия – единственная, пожалуй, страна в мире, территория которой по большей части расположена ниже уровня моря. В Мадурадаме, кстати, как нам сказали, это слово пришло сюда из бывшей голландской колонии Суринама, всегда полно детей. Для них это первое знакомство со своей живописной страной. Ну, а мы давайте покинем Голландию детскую и ознакомимся с настоящей, взрослой Голландией. Шоссе ведет на Амстердам. По дороге свернули в город Заандам, своей славой обязанной русскому царю Петру Первому. Вот его памятник. Здесь он еще юноша, впервые прибывший сюда под именем Петра Михайлова в 1697 году, чтобы научиться искусству судостроения. А здесь он жил. Еще в прошлом веке деревянный домик обнесли каменной постройкой, но это, к сожалению, не спасает его от постепенного разрушения. Музею Петра Великого сейчас почти 300 лет. Амстердам – это, конечно, первый среди всех голландских городов. Королевский двор, парламент, правительство – все это в Гааге. А столицей страны все равно остается Амстердам. Его недаром называют Северной Венецией. В городе на реке Амстель около 800 каналов и почти столько же мостов. Красивый, оживленный город, но и он ощущает сегодня холодное дыхание экономического кризиса. Десятки тысяч амстердамцев ходят без работы. Неудержимо растут цены. Промышленное производство топчется на месте. Голландия – член НАТО и общего рынка, и это определяет ее внешнеполитический курс. Только что отшумел скандал, связанный с закупками американских истребителей Starfighter. Несмотря на сопротивление парламента, продолжается гонка вооружений. Однако европейская разрядка пробивает себе дорогу и здесь. Вы видите состоявшуюся на днях демонстрацию сторонников мира 3 стран – Голландии, Бельгии и ФРГ. Ее участники приняли резолюцию, в которой призывают правительства своих стран предпринять конкретные шаги к прекращению гонки вооружений, к осуществлению решений общеевропейского совещания в Хельсинки. С большим подъемом было принято заявление о поддержке второго стокгольмского воззвания. Мы не могли покинуть Амстердам, не побывав и в его знаменитой гавани. На одном из причалов как раз разгружалось голландское судно с лесоматериалами из Архангельска.
Мы должны торопиться, сказал руководитель разгрузочных работ Петер Гроот. Советский лес ждут во многих районах нашей страны. Здесь немаловажное значение придают расширению экономического сотрудничества с социалистическими государствами. Немало предприятий работает по советским заказам. Они поставляют нам суда, компрессоры, оборудование для пищевой промышленности, химические и продовольственные товары. В свою очередь, большой популярностью в Голландии пользуются советские товары. Вот в этом зале расположены советские машины и станки, которые Голландия закупает у нас в нашей советской стране. Об этих станках рассказывает технический директор фирмы Стемах господин Кастеляйн. Это советские шлифовальные, токарные, песенные станки, которые пользуются у нас широким спросом. Мы получаем эти машины из Москвы, Одессы, Вильнюса, Ленинграда, Киева. Недавно я сам был в вашей стране и посетил некоторые заводы. Я передал рабочим нашу благодарность за прекрасные станки, которыми наши клиенты в Голландии очень довольны. А это уже другая голландская фирма Пея Брустрак, расположенная недалеко от старинного города Утрехт. Она закупает у нас сельскохозяйственную технику, в том числе минские тракторы Беларусь. Господин Тон Вейс, коммерческий директор фирмы, доволен. Крестьяне получают замечательные, мощные, надежные и недорогие машины, говорит он. На полях Голландии уже работает более 1000 тракторов Беларусь 7 различных типов. Это очень хорошие машины. А каковы перспективы? И перспективы хорошие. Мы и дальше надеемся развивать экономическое сотрудничество с Советским Союзом, дружеские связи с советским народом. Мы оптимистически смотрим в будущее. Also wir sind Optimisten. Ja, ich bin optimistisch. Dankeschön.